Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 18 января, сегодня у нас с вами четверг, и вы знаете, сегодня у нас достаточно богатый денежный день, поэтому обязательно нарисуйте эту цифру на руке для того, чтобы привлечь деньги в свою жизнь. Очень важная практика, которую нужно сделать именно в этот день, 18 января, да, еще и в канун Крещения. Давайте вместе с вами будем разбираться, что же нам сегодня с вами ожидает и на что вам стоит обратить внимание. Вы знаете, сегодняшний день необычайно важный день для каждого человека. Почему? Дело в том, что этот день будет обладать особыми энергетическими вибрациями и будет значительно оказывать воздействие на нашу жизнь. Дело в том, что сегодняшний день – это день достаточно благоприятный для наших намерений и для начала новых проектов. Как вы знаете, сейчас Луна находится в растущей фазе Луны, а это нам обещает большую поддержку и рост успешных наших начинаний. Кроме того, фаза Луны в знаке зодиака Телец способствует улучшению коммуникации и взаимодействию с окружающими людьми. А это нам, друзья, создает новые возможности для новых контактов и для деловых связей. Также в этот день обращайте внимание на свое здоровье и на отношения. Как вы знаете, Луна будет находиться в знаке зодиака Телец, а это нам сулит гармонию и баланс во всем. Также это отличный день для того, чтобы помириться или решить какие-либо конфликты в отношениях. При этом это могут быть отношения, связанные с личной жизнью, в личных отношениях, так и в бизнесе. И очень важно быть предельно осторожным сегодня и не допускать поверхностных каких-то поверхностных разговоров, потому что это может привести к каким-то недоразумениям и каким-то конфликтам. Хотите говорить, говорите честно и правдиво. Кроме того, ввиду того, что у нас с вами Луна растет, и могут возникать некоторые потенциальные опасности. Дело в том, что именно влияние растущей фазы Луны на нас может создать где-то эмоциональную нестабильность и повышенную чувствительность. У некоторых людей это может приводить к увеличению страхов, тревог, поэтому важно быть внимательным к своим эмоциям и, возможно, практиковать такие практики, как успокоение, релаксации. Кроме того, будьте особенно внимательны сегодня к своим физическим и энергетическим границам. То есть сегодня возможно ощущение усталости, истощение организма, поэтому особенно в вечернее время подумайте о том, чтобы уделить время отдыху и восстановлению своих энергетических сил. Кроме того, сегодня стоит избегать возможных рисков и экстремальных каких-то ситуаций для того, чтобы избежать возможных травм или неудач. Кроме того, друзья, ввиду того, что все-таки есть какие-то опасности, этот день все-таки предлагает нам возможности для нашего успеха, для гармонии и новых начинаний. Самое главное — быть внимательным к своим эмоциям и к своему состоянию, а также стараться использовать энергетическую поддержку Луны для достижения своих целей и желаний. Что же нам сам по себе несет лунный календарь на сегодня? И вы знаете, сегодня, 18 января, у нас с вами 7 и 8 лунные сутки, растущая Луна в знаке зодиака Телец. И вы знаете, сегодняшний день говорит нам о том, что мы уверенно продолжали двигаться в том направлении, которое мы выбрали на данном этапе. Дело в том, что именно Телец придает нам особую силу и придает нам стабильности, при этом стабильности во всем, что касается материального плана. Кроме того, знак зодиака Телец является символом творческого потенциала, так что мы можем использовать этот день для проявления наших талантов и исследования новых возможностей. Кроме того, сегодня очень важно создавать фундамент для своего будущего и подумать о том, как вы можете развивать материальное благополучие.
Кроме того, важно помнить о том, что с каждым днем растущей Луны мы с вами приобретаем все большую и большую мощь и энергию. И, конечно же, эта энергия нас вдохновляет и наполняет, побуждая нас стремиться к новым горизонтам и осуществлять наши самые смелые мечты. Поэтому сегодня обязательно реализовывайте свои бизнес-проекты, проявляйте творческий потенциал и, конечно же, укрепляйте возможности. Кроме того, обращаем ваше внимание. Идите навстречу своим самым смелым и заветным мечтам. Даже если вас сейчас в чем-то отговаривают, вам объясняют, что так не стоит делать, остановитесь, сделайте паузу, но не отказывайтесь. Что же касательно здоровья, то этот день хорош для укрепления физического и для эмоционального состояния. Растущая Луна, которая находится в знаке зодиака Телец, несет стабильность и упорство в наши усилия по поддержанию здорового образа жизни. Дело в том, что растущая фаза Луны оказывает влияние на наше физическое состояние. И наш организм сейчас будет наиболее восприимчив к позитивным изменениям. Поэтому рекомендую вам обратить внимание на свое здоровье. Поэтому сегодня постарайтесь избавляться от вредных привычек, если таковые имеются. И наоборот, старайтесь привнести в свою жизнь уже новые здоровые привычки. Если вы задумывались о том, чтобы бросить курение, употреблять алкоголь, то подумайте о том, что, возможно, вам пора это бросить. Кроме того, начните этот день с уверенной и решительной мысли о том, чтобы осуществить задуманное в плане своего здоровья. Также старайтесь заниматься спортом, физическими упражнениями. Как вы знаете, Телец – это знак Земли, который символизирует практичность, упорство и физическую силу. Поэтому сегодня активность будет особенно эффективной и придаст энергии на весь день. Выберите те упражнения, которые подходят вам, вашим возможностям и интересам. Например, прогулки на свежем воздухе, это может быть йога, плавание, тренировка в зале. Все эти виды активности позитивно скажутся на вашем самочувствии и на вашем общем здоровье. Кроме того, следите сегодня и за питанием. Луна в знаке зодиака Телец воздействует на нашу способность поглощать пищу и усваивать питательные вещества. Поэтому сегодняшний день прекрасен для приема полноценного и сбалансированного питания. Постарайтесь сегодня уделить внимание свежим овощам, фруктам. Они будут именно полезны сегодня. Но избегайте переедания и слишком тяжелых каких-то пищевых блюд, чтобы не перегрузить организм. Ну и, конечно же, друзья, в этот день, 18 января, не забывайте и о психическом здоровье. Очень важно, чтобы вы укрепляли свое внутреннее равновесие и находились в гармонии, потому что это поможет вам сосредоточиться, уменьшить стресс, напряжение, а также повысить уровень энергии и вашей жизненной энергии. Поэтому сегодняшний день он будет благоприятно, чтобы заботиться о себе, а также заботиться о долгой и счастливой жизни. Если мы говорим о лунном календаре денег, то обращаем ваше внимание, этот день достаточно благоприятен для решения финансовых вопросов и привлечения изобилия в свою жизнь. Дело в том, что под влиянием растущей Луны, да еще и в знаке зодиака Телец, финансовые возможности становятся более обширными, а успех в финансовых делах кажется совсем близким. Но есть один нюанс. Нужно сегодня быть уверенным, сегодня нужно быть хитрым в своих действиях, и очень важно в этот день уделять внимание и укреплять свои финансовые позиции. Дело в том, что знак зодиака Телец, он ориентируется на стабильность, на терпение и надежность. Поэтому рассматривайте этот день, 18 января, как возможность для роста и для процветания.
Поэтому сегодняшний день хорошо совершать финансовые операции, заключать выгодные сделки и также предпринимать шаги для достижения материального благополучия. Поэтому сегодня вы можете с легкостью открывать бизнес, инвестировать, запускать стартапы. Все это приумножит ваши деньги и еще вдохновит вас на что-то важное и то, что вам, возможно, не хватало в жизни. Также знак зодиака Телец оказывает воздействие на те сферы жизни, которые связаны с деньгами. Поэтому не упускайте возможности, которые будут появляться сегодня у вас на каждом шагу. И тогда действительно ваша жизнь будет и преуспевающей, и богатой. Теперь давайте посмотрим, что нам говорит карта Таро на 18 января. Итак, друзья, на 18 января карта Таро, которая выпала сегодня, символизирует сильные энергии, которые будут касаться перемен и преобразования. Поэтому для некоторых людей именно этот день, 18 января, будет являться ключевым моментом для тех людей, которые готовы открыться новым возможностям и сделать значимые шаги в своей жизни. Также карта Таро намекает на потребность в изменениях и важность в данный момент. Поэтому пересмотрите, возможно, свои личные убеждения. Возможно, вам нужно сейчас уделить внимание карьерному росту или осознать свои истинные ценности. Поэтому преодолевайте сомнения, которые, возможно, у вас есть в голове. И именно преодолев сомнения, вы увидите, как перемены уже стучатся в вашу жизнь. Кроме того, карта Таро также нам говорит о возможных препятствиях и вызовах, которые могут возникнуть сегодня на нашем пути для того, чтобы мы сделали перемены в своей жизни. Поэтому, возможно, в этот день вам придется освоить какие-то новые навыки, вам, возможно, сегодня придется преодолеть какие-то собственные страхи, сомнения, чтобы достичь желаемого результата. Не позволяйте негативным мыслям и волнениям задерживать ваше развитие. Поэтому двигайтесь только вперед, не обращая внимания на то, что может где-то негативно что-то влиять на вашу жизнь. Кроме того, ключевым моментом, друзья, этой карты Таро является изменения, именно положительные изменения, которые могут произойти в вашей жизни, если вы смело идете вперед и принимаете вызов перемен. И ваше решение и решимость будут обязательно вознаграждены, и вы сможете, что немаловажно, раскрыть свой потенциал, о котором даже, возможно, и не мечтали. Поэтому, пожалуйста, сегодня будьте открыты к новым возможностям. Если есть какие-то трудности, вы обязательно их преодолеете и, конечно, двигайтесь только вперед и будьте уверены в себе и в своих силах, и вы увидите, как в вашей жизни могут произойти перемены. Ну и, друзья, хотели сегодня с вами уделить внимание Архангелу Михаилу. Какой же он дает совет, рекомендацию на этот день? Итак, знаете, что первое, что нам говорит Архангел Михаил, это говорит о том, чтобы мы не боялись перемен. Дело в том, что жизнь меняется, при этом постоянно, каждую секунду, и вы уже на данном этапе жизни видите, как сейчас все происходит. И только тот, кто готов идти в ногу с этими изменениями, способен добиться успеха. Поэтому важно, чтобы вы сейчас прислушивались к своей интуиции, были готовы к новым возможностям и не боялись делать шаг в неизвестность. Следующий совет от Архангела Михаила на этот день – это нужно быть терпеливым. Дело в том, что все ваши важные вещи требуют времени для достижения. Поэтому не сдавайтесь при первых трудностях, ведь они только проверяют вашу настойчивость и решимость для достижения целей. Искренне верьте в себя, в свои способности. И никогда не забывайте, что самая крепкая дружба сильнее самого тяжелого испытания. Следующий совет, который очень важный, говорит нам Архангел Михаил, это следуйте своим мечтам. Не смотрите на границы, которые ставят другие, или на стереотипы, которые диктуют вам общество.
Найдите в себе силы и решимость добиться того, чего вы искренне желаете. Никогда не бойтесь мечтать крупно и стремиться к высоким целям. И последний совет от Архангела Михаила на этот день, и он очень важный. Любите и благодарите. Очень важно, чтобы вы сами относились к миру с любовью и состраданием, отдавая все лучшее, что у вас есть. Благодарите каждую минуту, каждую возможность и каждого человека, который оказывает вам поддержку и помогает на вашем пути к вашей мечте. Через любовь и благодарность вы обязательно найдете подлинное счастье. И, девочки и мальчики, в описании к этому видео будет молитва от Архангела Михаила. Очень важно, чтобы ее в этот день, 18 января, обязательно произнесли. Ну и как мы обещали, друзья, сегодня практика, ввиду того, что сегодня денежный день, достаточно богатый день, поэтому обязательно нарисуйте эту цифру на руке. Итак, берем ручку, здесь не имеет значения ручка любого цвета, нарисуйте на запястье левой руки, если вы правша, цифру 9 и скажите: кодирую себя на деньги срочно. Нарисовали, и не стоит на этом акцентировать внимание. Вы увидите, как в ближайшее время обязательно в вашей жизни произойдут изменения. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Кто хочет выразить свою благодарность нам в виде доната, друзья, вы можете выразить благодарность по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Переходите, и любая сумма, которую вы нам окажете, нам будет очень приятно, очень здорово, когда вы поддерживаете кого-то, и Вселенная, она никогда не равнодушна, и она обязательно приумножит ваши блага в несколько раз. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.